Ты уже уходишь? Да, мне нужно на работу. Я отвезу тебя. Не стоит, я уже вызвала такси. Что-то случилось? Нет, ничего. Я позвоню. Пока. Простите, я так понял, вы у нас недавно. Да. А вы в каком отделе работаете? В секретном. В секретном? Или совершенно секретном? А почему вы спрашиваете? А как вас зовут? Марина. Очень приятно, Виктор. Я полковник, начальник первого отдела. Так вот, Мариночка, помимо оперативной работы, у меня есть кое-какие внештатные обязанности. Интересно, какие? Я отвечаю за адаптацию новых сотрудников в нашем коллективе. Да. А в чем же она заключается? Забота, опека, защита. Здрасте. Начать я предлагаю с небольшого вводного инструктажа. Кофе? И президентский кортеж спокойно поехал дальше. Серьезно? Был еще один случай. Извините, Мариночка, это тоже мой подопечный, но период адаптации у него проходит крайне непросто. Поэтому вы знаете, что мы обязательно с вами продолжим, но чуть позже. А ты опять опаздываешь? А ты опять заигрываешь? Все та же схема? Стаканчик дешевого кофе, рассказ о героическом спасении президента? Что-то ты не в духе. Ну-ка дай угадаю причину. Женщина. 32-33, не больше не курит, носит белый халат. Кто бы это мог быть? Кстати, ты получил оружие? Какое оружие? Ты на службе, тебе положено служебное оружие. Я не умею стрелять и не буду. По-моему, ты заигрался в войнушку. Да. Выезжаем. Ну что, господин пацифист? В военном госпитале обнаружили 4 трупа и никаких следов. Все как ты любишь? Напарник. Трупы обнаружила медсестра Батищева в 6:00. Кто-нибудь еще заходил в палату? Дежурный врач Зинченко в 6:07. Он же и констатировал смерть. Больше никто? Больше никто. Дежурный врач капитан Зинченко, медсестра Батищева. Сейчас мы проведем небольшую экспертизу. У меня будет к вам просьба постоять несколько минут неподвижно. Ну, коллега, приступайте. Оперировали пациента с гангреной? Так точно. А вы всю ночь спали на столе, на холодном стекле. Не советую, можете простудиться. Мне нужна информация обо всех убитых. Пойдемте. Батищева, вы зайдете потом ко мне. Диагноз как под копирку. Сотрясение головного мозга, ушибленные рваные раны мягких тканей и все 4 из одной части.
Это что за эпидемия? Массовая драка на почве неуставных взаимоотношений с кавказцами. С какими кавказцами? Ну, подробности мне неизвестны. Кавказцев госпитализировано всего 2. Один из них, Мамедов, в тяжелом состоянии в реанимации. Второй, Гаджибеков, вчера выписан в части. Я закончил, можете приступать. У нас с тобой теперь новый босс. Целый внештатный эксперт. Это уж точно. Пудель хренов. Медсестра хоть и спит на дежурствах, но пациентов не убивает. Во всяком случае, не этих. Дежурный врач тоже. Это все, кто был в палате? Нет. Хорошо. Кто еще был в палате, кроме медсестры и дежурного врача? Парень, 20-25 лет, не курит. Незадолго до убийства выпил рябиновой настойки. Для храбрости, наверное. Еще он пользуется мазью на основе полисилоксана. Что это за мазь? Для лечения послеоперационных рубцов. А этому вашему Гаджибекову такую мазь прописывали? Сейчас выясним. Да, прописывали. Еще одна любопытная деталь. В палате вчера лежали не 4, а 6 пациентов. Как это 6? Там всего 4 койки. Да, но на 2 койках постельное белье несет четкий запах еще 2 человек. Разберемся. Зинченко и Батищева! Ко мне! Дисциплина. Кто еще, кроме убитых, лежал в 7-й палате? Бакшеев и Семирят. Вечером их перевели в неврологию. Почему не поменяли постель? Вера. Так они там только 2 часа полежали, ничего не испачкали. Ну, вы же сами сказали, что... Отставить! Дисциплина. Та же часть, 13:48. Пора ехать в гости. Тебе сколько раз говорить, что помидоры вниз класть не надо? Девушка, побыстрее нельзя? Женщина, ну видите, не пробивается. Лена! Что? Не проходит. Извините, товара нет в базе, мы не можем вам его продать. Тогда какого хрена вы их выкладываете? Наверное, их только привезли, и мы еще не успели занести их в базу. Вы можете поменять их на что-нибудь Я не другое. собираюсь их менять ни на что другое. Мама, какая разница? Возьми другие. А ты вообще рот закрой. Ты еще никто. И будешь делать так, как скажу я. Девушки, что смотрим? Котлеты пробивайте. Что за чудо? Рядовой Терентьев. Плохо, Терентьев. Очень плохо. Ты подвел всю роту. Ты меня понял?
Ты меня понял, засранец? Так точно. Ты понял меня? Товарищ полковник. Вольно! Вы кто? Полковник специального бюро расследования Лебедев. Нам нужно поговорить. Старшина, всей роте собраться на плацу. Через минуту время пошло. Бегом! Что я здесь делаю? Проводишь оперативно-следственное мероприятие. Ты же мой напарник. Равнять! Смирно! Перед разминкой скажем спасибо кому? Правильно! Рядовому Терентьеву. Начнем с отжиманий. Отжимаемся 50 раз. Упор лежа. Принять. 1, 2, 3. С дедовщиной у нас давно покончено. Да, иногда случаются небольшие инциденты. То есть, по-вашему, 12 человек с пробитыми головами и резанными ранами – это небольшой инцидент? Драка произошла только потому, что контрактники и солдаты срочной службы живут в одной казарме. И по странной случайности все срочники, участвовавшие в драке, оказались кавказцами. Послушайте, полковник, у меня 4 казармы на 180 человек каждая. Контрактников всего 46. Мне что, им отдельную казарму выдать? Да, драки бывают. Но это армия, а не институт благородных девиц. Где сейчас находятся кавказцы, участвовавшие в драке? В профцелях они переведены в другие части, в рапорте указано. Все переведены? Кроме Гаджибекова. Он пока в санчасти. Выходишь из казармы, направо желтое здание. Вопросы еще есть? Нет. Что случилось? Там в магазин обувь привезли. Мне деньги нужны. Ну, до вечера нельзя было подождать? Да ты что, девчонки все разгребут. Полисилоксан. Но это не он. Я закончил оперативно-следственные мероприятия. Подожду тебя в машине, напарник. 49, 50, встань! Налево! Фу! Бегом! Марш! Не Мамедова. Семером-восьмером ногами избивали. Вот я наших и поднял. Что ж земляка убивают? Сколько же там терпеть можно? Раньше такие случаи были? Постоянно. Контрактники всех молодых в страхе держат. Я не знаю, кто их убил. Но я его уважаю. Ты тоже заметил, что с дедовщиной у них покончено? Быстро же они раскидали их по разным частям. Кого? Кавказцев. Поэтому пока версия мести у нас основная. Мы что теперь, все части будем объезжать? Да. Период адаптации у тебя проходит непросто. Какой еще адаптации? Забудь. Максим, нужно, чтобы завтра к 9 утра ты доставил в СБР 4 военнослужащих. Список я тебе вышлю. Все, действуй. Нет, сегодня часть объезжать мы не будем. Сегодня вечером я занят.
что же вас Мариночка потянула в спецслужбу? Ну, вообще-то не на стажировке. На стажировке? Я в этом году окончила юрфак. Поступила в аспирантуру. И? А там по программе обязательная стажировка в одной из силовых структур. Я выбрала СБР. И вы не прогадали, Мариночка. Вы не прогадали. Я на минутку. Я засекаю. Ой, простите, пожалуйста. Да куда прешь, коза? Как ты? С тобой все в порядке? Да ты знаешь, что я такой? Козел, а? Так, спокойно. Без нервов. Давай мирно разойдемся. Алло, полиция? Выкрикивая оскорбительные фразы, с жестокостью ударил меня ногой по руке, сломав мизинец. Затем Лебедев продолжил избивать меня в присутствии множества свидетелей, показания которых прилагаются. Как это понимать? Это ложь, товарищ генерал, все было не так. Вот как все было. А все остальное — это болтовня в женской курилке. Ты хотя бы знаешь, кому ты мизинчик сломал? Кому? Депутату. Ежикову П.И. У него есть 8 свидетельских показаний. От меня требуют, чтобы я принял меры, прекратил бесчинство своих сотрудников. Товарищ генерал. Ну это ладно. А скажи мне, Витя, какого хрена ты ментов вызвал? Сам справиться не мог? Значит так, Лебедев, покрывать тебя я не буду. И запомни, еще раз полицию вызовешь, пойдешь туда работать. Свободен. Да, Вить, а что это за общественные нагрузки, адаптация новых сотрудников, а? Значит так, я закрываю программу стажеров, понял? Развели тут. Свободен. Мизинчики ему сломали. Товарищ полковник, мне очень жаль, что закрыли программу стажеров. Нет, правда, я сама хотела записаться. Хотела, так сказать, на себе почувствовать заботу, опеку, защиту. Части помощи. Какие-то менты приезжали, военная прокуратура. Духи борзые ходят, командир бесится. А тасполк. Вы как? Как? Да трындец как. А ты прикинь, если бы это мы в той палате остались. Да это фарт, тупо фарт. Знать бы, какая сука это сделала. Ладно, поехали. Это не они. Вы свободны, спасибо. Значит, кавказцы ни при чем. Ни при чем. Ну, я пошел. Будет что-то интересное, звони. Максим, собери всю информацию по неуставным отношениям в этой воинской части за последний год. Понял. Анатолий Борисович, что у нас по баллистической экспертизе? Значит так, вот, извлечены 4 пули, стреляли из пистолета ТТ с глушителем. По нашей картотеке данный пистолет не проходил. Ты? Что-то случилось? Я решил пожить у тебя. Нет, Алекс, ты должен жить с мамой.
Я не могу больше с ней жить. Можно я пока у тебя побуду? И как? И как ты себе это представляешь? Во-первых, комнаты для тебя у меня нет. А во-вторых, я совершенно не понимаю, что я буду с тобой делать. То есть ты выгоняешь родного сына? Пойми, ты должен жить с мамой. Ну ты же с ней жить не захотел. А меня заставляешь. Алекс. Срочно открывай. Алекс пропал. Алекс пропал. Нет сумки и некоторых его вещей. Я проверяла. Нужно срочно звонить в полицию. Вот значит как. Я с ума схожу. Обзваниваю все больницы, морги. А они здесь сидят. Чай пьют. Он что, не может прийти ко мне в гости? С вещами? Значит, быстро взял вещи и марш домой. Я кому сказала? А с тобой я потом поговорю. Что у тебя за дом идиотский такой? Даже дверью хлопнуть нельзя. Ну, за фарт. За фарт. Как думаешь, эту суку найдут? Кто, менты? Не смеши. Последний мой. Чё это твой? Потому что мой. Еще принесу. Давай. Узнаешь? Брат, не убивай. Где Семиряд? Брат, не убивай. Я... Открывай!
Вот, купили двое. Убитый и еще один. И они оба лежали в госпитале. В той самой палате. Помнишь запах на простынях? Бакшеев. Точно, Бакшеев и Семирят. То есть убийца охотится на 6. Либо тех двоих в госпитале он убил по ошибке. В любом случае, следующая жертва Семирят. Какой кошмар. Вообще звери какие-то. Что значит пропал? Когда обнаружили труп Бакшеева, я объявил тревогу. Нигде ни в строю, ни где-либо в части Семиряда не было. Как сквозь землю провалился. В госпитале было убито 4 контрактника. И у меня есть все основания считать, что они связаны с Бакшеевым и Семирядом. Контрактники обычно держатся все вместе. Им кто-то угрожал? Может быть, хотел отомстить? Понятия не имею. А дежурная смена с КПП менялась? Нет. До завершения оперативно-розыскных мероприятий никто не должен покидать часть. Нет, через КПП никто не проходил. Кроме как через КПП, как можно выйти из части? Не могу знать, товарищ полковник. Ты кому лапшу на уши вешаешь, Салабон? Сейчас не поленюсь, вдоль забора пройдусь, найду дырку, через которую вы в самоволку бегаете, а тебя привлеку за неказание помощи следствию. Все ясно? Показывай. Семирят самый гад из них. Бьет так, что следов не остается, а вот ходить после этого не можешь. Из кого из них? Семирят, Бакшеев, Слепко и этот Гуменюк. Они земляки постоянно вместе ходили. Почему не жаловались никому? Кому пожалуешься? Контрактники нас гоняют, офицерам в радость. Счастье, порядок. Ну вот он. Лас-Вегас. Лас-Вегас? Ага. Что значит Лас-Вегас? Ну, Лас это Лас. А Вегас, я не знаю, так назвали. Я тут кое-что нашел. Вот так убийца и проник в часть. Если он знал про этот Лас, то, скорее всего, служил здесь. Таким же образом покинул часть и Семирят через полчаса после убийцы. То есть он преследовал убийцу? Не знаю. 20 метров запах идут по одной линии, а потом теряются. Сложно сказать. Что еще? Все тот же парень, 20-25 лет, пользуется полисилоксаном, мазью против рубцов. И еще у него был шарф. Черный. Это все? Не все. Есть еще запах полиэфирных волокон с добавлением нитроцеллюлозы и полиэфир-уретана. И что это значит? Компоненты искусственной кожи, которые обтягивают сиденья в автобусе. Запах очень резкий. Знаешь, что автобус новый. Только что с завода. Значит, надо ехать на автостанцию? Мне и самому тошно. 5 солдат из моей части. Сейчас комиссии понаедут. Не доглядел, не довоспитал. Поймать бы гады. Кто пишет? Да Люба из столовой. В кино вечером хочет пойти. Вот вы, женщины. 100 метров друг от друга. Они смс-ки пишут. Ты чай будешь? На службе попью. Люб, выручай.
Есть у нас такой номер 74. Москва, Троицкий посад, Каменцы, теплые пруды и обратно. Месяц как на маршруте. Новый-то он новый. Да глохнет часто. Дважды чинили. По нашим дорогам только такие ездят. Маршрут ежедневный? Ну, раньше 3 раза в день ходил. Сейчас 2, утром и вечером. А зима придет, через день пустят. А где сейчас автобус? На маршруте. Ну, если снова не заглохнет, через час приедет. Кто водитель? Петька Шиляев. Усатый такой. А вчера кто был? Он же. У нас смены нет. Не международный автовокзал. Ясно, спасибо большое. Перехватим его по дороге. А что он натворил, Петька-то? Все хорошо, спасибо большое. Кать, мясо давай. Не разморозилось еще. Как не разморозилось? Почему? Так я его только из холодильника достала. Не пускали ж никого. Ладно, давай какое есть. Люба, обед будет вовремя? Стараемся, товарищ полковник. Сами же знаете. Знаю, знаю. Ну ничего, в кино сходишь, развеешься. Ну да. А что за фильм, кстати? Комедия какая-то. Чё ж ты, Люба, в кино без женихов ходишь? А где ж ты взять, товарищ полковник? Вот ваша жена пригласила, с ней пойдем. Жена пригласила. Ну, сходите. Что случилось, командир? Гражданин Шиляев? Да, я. А что? Я полковник СБР Лебедев. Скажите, вчера вечером на развилке вы высаживали кого-нибудь около воинской части? Вчера? Да. Да, выходил парень. В форме? Да нет, в гражданском. Описать сможете? Ну, парень как парень, высокий такой. Только простуженный, весь замотанный шарфом. А где садился, не помните? Где садился? У поворота на Зуевку, а что? Это далеко отсюда? Ну, километров 70, а что? Все, вы свободны, спасибо. Как свободен? Все, что ли? И солярку водой не разбавлять? Не понял. А то опять заглохнете. Возле каждой казармы выставить дополнительный пост, вооружить дневальных автоматами. Караул менять каждый час. Есть, товарищ командир. Об обстановке докладывать мне каждые 2 часа. Есть, товарищ командир. И чтобы ни один хребет из казарм не высовывался. Так точно. Все новости деревня Зуевка узнаем у местного информбюро. Я тебя в машине подожду. Как хочешь. Здравствуйте, красавица. Здрасте. А ты что, невесту себе ищешь? Да нет, бабуль, не невеста. Я приятеля своего ищу. Высокий такой, молодой, в шарфике ходит. Сережу? Так нет его. А где он? Не знаю, он вчера вечером ушел, до сих пор не вернулся. А ты кем ему приходишься? А я, бабуль, полковник СБР Лебедев. Ну-ка, давайте, пойдем. Покажете, где здесь ваш Сережа живет. И давно он здесь живет? Недельки с 2. Я с него денег за жилье не беру. Он по хозяйству помогает. Вот забор починил. Тихий такой, спокойный. Хороший парень. А почему в шарфе ходит? Так у него же лицо в шрамах. Изуродовано. Стесняется. А откуда шрамы? Я его как-то спросил, он так разругался. Ну, больше я и не лезла. Вот тут я его и поселила. Раньше банька была. Красиво, правда?
А он, может быть, звонил кому-нибудь или писал? Кому звонил? Дедомовский он. Это он. Пистолет и патроны лежали в этой сумке. Вот, взгляни. А Сережа скоро вернется? Не знаю. Он часто так делал. День-два исчезнет, а потом придет. Сергей Долганин, воинская часть 1348. Боже, какой красивый мальчик. За что его так? Уже собираешься? Да. Меня в город вызывают. Буду поздно. Бутерброды сделать? Сделай. Максим, бери 2 бойцов, поезжай в Зуевку, Ленина 42, понял? Сынок, а случилось-то что? Если Сергей вернется до приезда моих ребят, ничего ему не говорите. Все, спасибо большое, всего доброго. Что ж ты натворил, Сереженька? Товарищ полковник. Смотри, сарай не сожги. Тебя никто не видел? Нет. А где машина? На дороге стоит. Отвезу тебя к одной знакомой. Перекантуешься недельку, пока все не уляжется. Пошли. Семиряд. Сереженька, куда же ты пропал, родненький? Ни писем, ни звонков. Думала, забыл меня совсем. А что у тебя с горлом? Это не горло. Она мне не отчитывается. Поищите в части. Да. Жена Пашутина полчаса назад прошла через Лас-Вегас. Спасибо. Люба, мы знаем, что Пашутина покинула часть. Куда она пошла?
Сергей Долганин совершил 5 жестоких убийств, в том числе и сегодняшнее. Вашей подруге угрожает смертельная опасность. Говорила я ей, дура. Что же ты наделал, Сереж? А полиция? Да какая полиция? Я ведь самоволки был с территории части. А у них алиби. Спали в казарме. Так следователь сказал. И что теперь делать? Эти сволочи больше никого не изувечат. Они ведь меня ни за что. Просто так. Ради развлечения. Понимаешь? Быстрей! Пизда. Я запутался. Двоих невиновных убил. Зачем ты пришел? Прощаться. Наворковались. Идти. Сидеть! Скажи мне, Лен, ну чего тебе не хватало? Такие тебе нравятся? Такие? Ну посмотри, он же урод. Сопляк. Отморозок конченый. Любишь его? Любишь, сука? Ясно. Надо было, Долганин, тебе тогда еще яйца оторвать. Чего ты вылупился? Ты как хотел, с моей женой любовью крутить. Да, это я тогда приказал Семиряду и его дружкам наказать тебя. Пожалел тебя тогда, а зря. Закопать надо было сразу. Ничего, я свою ошибочку исправлю. Какая же ты мразь, Пашутина. Час назад, Долганин, ты из этого пистолета застрелил рядового Семиряда. А сейчас, в порыве ревности, ты застрелишь мою жену. Стоять! Твою мать. Как ты? Хорошо стреляет, зараза. Держи.
Товарищ полковник, вы заказывали? Наконец-то. Ты кочелу оставил? С кукурузкой. Будешь? Очень смешно. Ну, дело хозяйское. Мне больше достанется. Теперь насчет Долганина. Свидетелей его избиения не было, и доказать он ничего не смог. Тем более он был в самоволке. Его втихую комиссовали прямо из госпиталя. А жена Пашутина ничего не знала. Ее посадят? Нет, не посадят. Это была самооборона. Я свидетель. Ты тоже. А я зашла к вам попрощаться. Как попрощаться? Мою стажировку неожиданно прервали. Как прервали? Подождите, я сейчас договорюсь. Спасибо. О, я смотрю, вы уже адаптировались. Да, уже адаптировался. Вчера вот с полковником снова спасали президентский кортеж. Мариночка, я вас провожу. Честно говоря, очень не хочется прощаться. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Как мне тебя не хватает, любимая. That is how we spend our lives, I reckon. We're building bridges and we're